Мужчина спас тонущего медведя. Но то, что произошло дальше, действительно ужасает. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам, правда, интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В горах национального парка Банф в Канаде опытный егерь Майкл Рид патрулировал извилистые каменистые тропы вдоль ледяной реки Боу в своем стареньком внедорожнике. Послеобеденное небо сияло холодным голубым светом, и далекое карканье воронов смешивалось с шумом стремительных вод, бьющихся о валуны. Когда Майкл поднялся выше по северному склону, он услышал резкий грохот и оглушительный рык. Он резко затормозил, выключил двигатель, схватил бинокль с пассажирского сиденья и всмотрелся в сторону шума. То, что он увидел, заставило его похолодеть. Взрослый медведь оказался окруженным огромным стадом оленей на открытом ледяном плато. Опыт Майкла подсказал ему, что медведь, вероятно, попытался напасть на детеныша, и стадо ответило яростной атакой. Мощные удары копыт и рога подбрасывали зверя в воздух и швыряли на камни, вынуждая его реветь от боли. Тяжелое дыхание лосей разносилось по долине, создавая атмосферу смертельной опасности. Майкл сжал руль, зная, что вмешательство может стоить ему жизни. Но внезапно особенно мощный удар вожака стада отбросил медведя прямо в холодные бурлящие воды реки Боу, и вскоре послышался громкий всплеск. Олени, решив, что хищник повержен, медленно отступили, оставив его тонуть. Поверхность воды быстро успокоилась, лишь круги расходились там, где исчез медведь. Майкл с болью наблюдал, не видя признаков жизни. Он крепче сжал транквилизаторный пистолет и осторожно подошел к кромке воды. Его взгляд не отрывался от реки. Внезапно среди течения появились крошечные пузырьки, знак того, что жизнь еще теплится. Майкл понял, если он будет медлить, зверь погибнет прямо у него на глазах. Не раздумывая, он бросился в реку. Вода доходила до пояса, течение тянуло вниз, дно было скользким и вязким, ледяной запах впивался в одежду. Но мужчина думал лишь о направлении пузырьков, ведущих его к медведю. Холод пронзал до костей, но желание спасти зверя гнало вперед. Наконец он нащупал массивную шею и плечи. Тело было тяжелым, безвольно свисало в воде. Собрав последние силы, он потащил медведя к берегу. Когда он вытащил зверя на камни, вода стекала по густой бурой шерсти, медведь лежал неподвижно. Майкл быстро очистил ему рот и нос от воды и начал реанимацию. Он встал на колени, приложил ухо к морде, дыхания не было. Егерь положил руки на мощную грудную клетку и начал энергичные равномерные компрессии, выкрикивая при каждом нажатии, словно зовя зверя вернуться к жизни. Ледяная вода и грязь заляпали его руки, но он не останавливался. 15 мучительных минут он продолжал компрессии, иногда склоняясь, чтобы уловить хоть слабый звук дыхания. И вдруг под ладонью он почувствовал слабый, но явный толчок. Майкл облегченно выдохнул. Радость вспыхнула в его глазах. Медведь избежал смерти. Он отступил на шаг, оглядел зверя. Тело было покрыто ранами и синяками. Помощь требовалась незамедлительно. Майкл бросился к машине, включил рацию и вызвал команду егерей, подробно описав ситуацию и попросив доставить анестетики и транспортную клетку. В треске рации раздалось подтверждение. Помощь уже направлена. Через полчаса прибыли 2 коллег с полным спасательным набором. Медведь все еще лежал неподвижно, дыхание было слабым, глаза полуприкрыты. Егери аккуратно ввели легкий наркоз и слаженно погрузили зверя в прочную железную клетку на заднюю платформу внедорожника. Машина помчалась по скалистым дорогам к центральному посту Банфа. Майкл наблюдал за медведем через решетку, следя за каждым его вдохом.
У поста спасательная бригада передала зверя ветеринарам. Белые халаты мелькали под светом ламп, движения врачей были быстрыми и уверенными. На большом столе медведя осмотрели полностью. Рентген показал. Серьезных переломов нет, только тяжелые ушибы и повреждения мягких тканей. Диагноз — сильное истощение, кислородная недостаточность после утопления и множественные рваные раны. Ветеринары обработали каждую рану антисептиком, наложили швы, перевязали бинтами. К лапам подключили капельницы с электролитами, антибиотиками и обезболивающими. Другой врач осторожно смыл грязь и кровь с густой бурой шерсти. После стабилизации медведя перевели в отдельную клетку под круглосуточное наблюдение. Майкл сидел за стеклом, следил за каждым движением. Монотонный звук оборудования и ровное сердцебиение зверя вселяли надежду. Ночью над Банфом стояла тишина, лишь потрескивал морозный ветер. Утром, вернувшись, Майкл увидел, что медведь открыл глаза. Он моргнул, устало огляделся, попытался подняться, но ослабевшие лапы снова подогнулись. Егерь улыбнулся, оставив миску с чистой водой и мясом. Медведь сделал несколько глотков, но есть сил не хватило. Каждый день Майкл приходил, спокойно разговаривал с ним, помогая привыкнуть к новым условиям. На второй день медведь уже съел несколько кусков мяса. Раны начали затягиваться, повязки меняли ежедневно. Он сделал первые шаги по клетке. Походка была неуверенной, но в глазах появился блеск. Позже его перевели в просторный вольер с деревьями, чтобы он восстанавливал силу и ловкость. Майкл продолжал приносить еду, наблюдая издали. Иногда медведь рычал, как знак узнавания и благодарности. С каждым днем он креп, снова становился хозяином леса. Через месяц все раны зажили, густая шерсть вновь блестела. Егери провели финальный осмотр. Медведь был готов вернуться в дикую природу. Внедорожник отвез его в глухую часть леса, подальше от людей и от того самого стада оленей. Майкл открыл дверцу клетки и отошел назад. Медведь медленно вышел, вдохнул запах хвои, задержал взгляд на своем спасителе и в одно мгновение скрылся в глуши, растворившись среди елей. Майкл стоял неподвижно, ощущая тепло и гордость. Он надеялся, что зверь вынесет ценный урок выживания. Эта история стала еще одним тяжелым, но светлым воспоминанием в судьбе егеря. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.